Вы когда-нибудь задумывались, глядя на свою кошку в тишине кухни, что простая миска сухого корма, которую вы наполняете каждое утро, может быть либо просто топливом, либо мощным инструментом исцеления и долголетия? Большинство владельцев совершают одну и ту же фундаментальную ошибку. Они насыпают гранулы в миску, ставят ее на пол и считают, что их долг выполнен. Но правда, скрытая за тысячелетиями эволюции и подтвержденная последними исследованиями в области нейробиологии и ветеринарии гораздо глубже. В сознании вашей кошки вы не просто хозяин или владелец. Согласно исследованиям антропозоолога Джона Брэдшоу, кошки за всю историю своего одомашнивания так и не разработали отдельного социального языка для общения с людьми. Для нее вы просто очень большая, на удивление неуклюжая, но бесконечно любимая кошка, которая каким-то образом оказалась в ее колонии. И если ваша связь крепка, она относится к вам так, как относилась бы к своей биологической матери. Сегодня мы раскроем секрет, что именно нужно добавлять в сухой корм вашей кошки каждый день, чтобы решить 90% проблем со здоровьем и сделать ее по-настоящему счастливой. Мы разберем 10 мощных добавок, которые ветеринары называют тихими целителями, и узнаем, как превратить обычный обед в биологический праздник. Приготовьтесь, этот сценарий навсегда изменит то, как вы смотрите на питание своего маленького сородича. Часть 1. Тень пустыни и водная ловушка. Прежде чем мы перейдем к добавкам, нам нужно понять биологический код кошки. Ваши питомцы — это пустынные хищники в костюме из меха, живущие в вашей квартире. В дикой природе кошка получает 70-80% всей необходимой влаги напрямую из своей добычи. Но современный сухой корм содержит всего около 10% влаги. Это обрекает домашнюю кошку на состояние хронического обезвоживания, которое медленно, капля за каплей, разрушает почки, самый хрупкий механизм в их теле. Кошки могут потерять до 75% функции почек, прежде чем вы заметите хоть один симптом. Именно поэтому первая и самая важная вещь, которую вы должны добавлять в сухой корм, это не еда, это влага. 1. Костный бульон. Эликсир жизни. Если вы хотите, чтобы ваш маленький сородич прожил 17 или даже 20 лет, вы должны превратить сухие сухарики в то, что ветеринары называют жидким золотом. Добавление 2-3 столовых ложек домашнего костного бульона из куриных или говяжьих, костей, сваренного без соли, лука и чеснока, в сухой корм творит чудеса. Он насыщен коллагеном, глюкозамином и глицином соединениями, которые напрямую восстанавливают суставные хрящи и защищают функцию почек. Кошки, которые отказываются пить достаточно воды, с удовольствием лакают теплый бульон, увлажняя организм на клеточном уровне. Часть 2. Исцеление из вашего холодильника. Теперь, когда мы решили проблему гидратации, давайте добавим ингредиенты, которые сделают вашу кошку здоровой изнутри. 2. Сардины. Противовоспалительный щит. Добавьте одну маленькую сардину в воде, без соли и масла, в миску с кормом дважды в неделю. Сардины загружены жирными кислотами омега-3, которые снижают воспаление глубоко внутри суставов, кожи и внутренних органов. Через 3 недели вы физически увидите разницу. Шерсть станет шелковистой, а движения более грациозными. Рыбий жир дикого вылова также укрепляет сердечную мышцу, защищая от тихого убийцы болезней сердца. 3. Тыква — мастер пищеварения. Если ваша кошка страдает от комков шерсти или проблем со стулом, вареная тыква — ваш лучший союзник. Добавьте всего 1 чайную ложку пюре из вареной тыквы без сахара и специй в ежедневный рацион. Клетчатка в тыкве работает уникально. Она поглощает лишнюю воду при диарее и размягчает блокировки при запорах. Для длинношерстных кошек это спасение шерсть начинает выходить естественным путем, а не через мучительную рвоту. Вареные яйца.
биологический ремонтный комплект. Яйца– один из самых полноценных белков на планете. Желток содержит холин, который поддерживает здоровье мозга, сохраняя вашу пожилую кошку бдительной и активной. Одно вареное яйцо в неделю, раскрошенное поверх корма, дает такой буст аминокислот, который не может обеспечить ни один коммерческий корм. Важно! Никогда не давайте сырые яйца регулярно, так как авидин в них блокирует усвоение витамина В7, что портит кожу и шерсть. 5. Сырой мед– природный антибиотик. Звучит странно. Но исследования показывают, что четверть чайной ложки сырого необработанного меда, подмешанного в еду дважды в неделю, может трансформировать иммунный ответ. Мед содержит мощные антимикробные ферменты, которые уничтожают вредные бактерии в пищеварительной системе. Это особенно полезно для кошек с чувствительным желудком. Часть 3. Секретные усилители счастья. Счастье кошки напрямую связано с ее химическим балансом и отсутствием боли. 6. Куркума и кокосовое масло. Враг воспалений. Если ваша кошка начинает двигаться медленнее или неохотно запрыгивает на кровать, возможно, у нее болят суставы. Крошечная щепотка куркумы с каплей кокосового масла в корме работает как биологический тормоз для воспалительных процессов. Куркумин атакует воспаление на клеточном уровне, помогая при артрите и даже заболеваниях кишечника. 7. Черника. Молекулярный антиоксидант. Добавьте 2-3 раздавленные ягоды черники в миску пару раз в неделю. Антоцианы в чернике нейтрализуют свободные радикалы, замедляя старение на молекулярном уровне. Это дистанционное управление долголетием мозга вашей кошки. 8. Натуральный йогурт. Восстановление микробиома. Чайная ложка натурального йогурта без сахара и строго без ксилита вводит миллиарды полезных бактерий в кишечник. Это укрепляет иммунитет, так как 80% иммунных клеток кошки находятся именно в кишечном тракте. Это особенно важно после стресса или курса лекарств. Часть 4. Архитектура миски. Почему форма важнее цены? Вы можете добавить в корм лучшие продукты мира, но ваша кошка может их игнорировать из-за одной ошибки, которую совершают 98% владельцев. Неправильная миска. Усы кошки, вибрисы – это сверхчувствительные сенсорные органы. Когда кошка ест из глубокой или узкой миски, ее усы постоянно касаются бортов, вызывая сенсорную перегрузку, известную как усталость усов. Это превращает обед в раздражающий шум. Кошка может быть голодна, но биологический дискомфорт заставляет ее отступить. Решение. Используйте только широкие плоские тарелки, чтобы усы не касались краев. Это простое изменение формы подачи может мгновенно исцелить аппетит вашей кошки. Часть 5. Секрет жидкого золота. Пошаговый ритуал. Чтобы все вышеперечисленные добавки работали максимально эффективно, ветеринары рекомендуют готовить суперувлажняющий напиток. Ваша лаборатория долголетия на кухне. 1. Возьмите одну порцию сухого корма. 2. Добавьте выбранную добавку, например, тыкву или сардину. 3. Добавьте 150 мл чистой теплой воды или костного бульона. 4. Если кошка привередлива, добавьте каплю кремового лакомства и взбейте все блендером до состояния однородного. Жидкого шелка. Этот ароматный эликсир кошка выпьет до последней капли, потому что для ее мозга это не просто еда, а жидкий банкет, который пахнет настоящим мясом. Это мощное промывание мочевыделительной системы, которая защищает нефроны почек и буквально добавляет вашей кошке годы здоровой жизни. Часть 6. Как поговорить с кошкой в момент кормления? Когда вы ставите перед кошкой эту специально приготовленную миску, вы совершаете один из самых мощных актов любви на ее языке. В кошачьих колониях мать приносит добычу котятам – это символ высшей заботы. Сделайте этот момент священным. 1. Спуститесь на ее уровень. Сядьте на пол. Когда вы уменьшаете свой рост,
Вы перестаете быть пугающим титаном и становитесь сородичем. 2. Используйте кошачий поцелуй. Прежде чем поставить миску, посмотрите кошке в глаза и медленно закройте веки на 2-3 секунды. Исследования университета Сассекса подтвердили. Это сигнал высшего доверия. Я не угроза. Эта еда безопасна. 3. Примените кошачье рукопожатие. Протяните один палец к ее носу, давая ей возможность самой сократить дистанцию и считать ваш запах. Кошки никогда не забывают людей, которые спрашивают их согласия перед контактом. Часть 7. Когда еда становится лекарством для поведения. Знаете ли вы, что многие проблемы с поведением агрессия, игнорирование лотка, ночные крики часто начинаются с внутреннего дискомфорта и скуки? В природе кошка тратит до 80% времени бодрствования на охоту, а не на еду. Когда вы просто ставите миску на пол, вы даете ответ на задачу, которую мозг кошки еще не решил. Это вызывает предаторную фрустрацию, состояние, когда неиспользованная энергия превращается в стресс. Как это исправить? Пищевые головоломки, пазл, фидеры. Заставьте кошку выслеживать свой корм. Это снижает уровень кортизола и удовлетворяет охотничий инстинкт. Смена ритма. Поиграйте с кошкой 10-15 минут перед едой, используя игрушку, удочку, имитирующую движение добычи. Только после убийства игрушки давайте приготовленный вами обед. Это закрывает биологический цикл охота, еда, гигиена, сон. Часть 8. Скрытые сигналы. Когда добавки не помогут, вы должны помнить, что кошки – величайшие лжецы планеты в том, что касается боли. Если ваша кошка внезапно перестала есть корм, который любила годами, это не каприз. Это медицинский сигнал. На что смотреть? Запах изо рта. Если дыхание пахнет неприятно, это признак того, что инфекция в пасти уже начала разрушать внутренние органы. К 3 годам у 80% кошек развиваются заболевания десен. Отказ от твердого корма. Если кошка пытается жевать на одной стороне или роняет еду, это крик о помощи. В этом случае ваше жидкое золото станет единственным способом накормить питомца без боли. Изменение привычек. Если кошка, которая всегда спала с вами, вдруг уходит в темный угол, это признак того, что ей плохо. Никогда не ругайте кошку за отказ от еды или странное поведение. Для нее это единственный способ сказать вам: «Со мной что-то не так». Вы — это ее, весь мир. Ваша кошка не может зайти в интернет и прочитать о вреде углеводов или пользе омега-3. Она не может сама записаться к ветеринару, когда ее почки начинают медленно отказывать. Вы ее единственная система здравоохранения и единственный гарант безопасности. В сознании вашей кошки вы не просто человек, который открывает консервную банку. Вы ее самый близкий сородич, ее защита и ее дом. Когда вы тратите 2 минуты на приготовление суперувлажняющего напитка, когда вы добавляете ложку тыквы или кусочек сардины, вы говорите ей «Я люблю тебя» на языке биологии, который понимает каждая клетка ее тела. Берегите своего маленького хищника. Помните, что для вас кошка — это лишь часть вашей жизни, но для нее вы и есть вся ее жизнь. Начните менять ее мир прямо сегодня. С одной плоской миски, одного медленного моргания и порции правильно приготовленного корма. Потому что в конечном итоге ваш голос — это ее музыка, ваше присутствие — это ее безопасность, а ваша забота — это ее шанс на долгую и счастливую жизнь рядом с вами.